Проведем несколько тестов времени работы света, то есть поставим часы и включим свет и посмотрим, сколько часов он будет работать. Всем привет, меня зовут Андрей Бессараб, и сегодня мы сделаем обзор на небольшой накамерный свет Viltrox 162T. А сейчас мы быстренько откроем посылку и посмотрим, что у нас там есть. И вот у нас зарядник в розетку. Здесь у нас китайский аккумулятор на 2200 мАh. И, собственно, сама коробка со светом. Давайте откроем. На инструкции, которые никто не читает. Вот так выглядит наш свет. У нас диффузор на магнитиках. Здесь у нас экранчик. Здесь крепление для батареи. Итак, давайте попробуем. Опа, он работает. Собственно, вот наше крепление. То есть оно гнется. Здесь у нас крепление для штатива, либо на горячий башмак камеры. Так. То есть у нас здесь есть специальный разъемчик. Итого у нас свет с креплением. По размеру свет, конечно, небольшой. То есть, как вы понимаете, чем меньше размер источника, тем жестче свет. А сейчас, я думаю, свет достаточно мягкий. Если я отнесу гораздо дальше, тени будут жесткими. И еще у меня, кроме этого, есть раз и еще один. У света есть специальное крепление. Если батарея закончилась, вы можете подключить адаптер на 12 вольт. И свет будет от розетки бесконечно. Что могу сказать о длительности работы света? То есть вот этой китайской батарейки, то есть без батарейки он стоит 1800, с батарейкой он стоит где-то 2400 вместе с зарядником. Поэтому батарейка в принципе где-то рублей 500. Этой батарейки на полной мощности хватает на чуть-чуть больше часа. То есть вот у нас максимальная мощность, это когда у нас температура средняя, где-то 400 Кельвин. И работают оба ряда диодов. И, соответственно, вот у нас максимальная мощность. На краях есть специальное крепление на тот же горячий башмак. Либо мы можем взять два света и соединить. И таким образом у нас уже сразу два источника света. На задней панели света у нас показывается процент мощности, батарея и температура в Кельвин. А батарея у нас показывается в зависимости от мощности. То есть сейчас у нас 20% мощность света. И если мы выкручиваем на максимум, у нас одно деление пропадает. Соответственно, из расчета того, что на полной мощности он снимает час, то 4/5 это уже будет порядка 40 минут. Если мы будем снимать на крайних положениях температуры, то у нас горят только диоды одного типа, и батареи у нас хватит в 2 раза дольше. По сравнению с тем, если мы будем снимать на общей температуре, когда горят все диоды. Соответственно, видно, что на средней температуре 4500 примерно у нас батарея показывается уже 3 из 5. Если мы выкручиваем в 3300, у нас уже показывает, что батарея 4 из 5. То есть температура у нас регулируется от 3300 кельвинов, то есть сейчас у нас 3300, и сейчас мы выкручиваем до 5600, то есть это холодный дневной свет. Конечно, диоды не такие яркие, чтобы перебивать дневной яркий свет, но их вполне хватает для съемок в помещении. Этого света вполне хватает, чтобы подсветить портреты либо детали. А сейчас я пишу обзор с использованием одного из этих источников. То есть вот мы его возьмем. Соответственно, вот он. Вот у нас наш источник. Мы его убираем. И сейчас у нас темно. Так, то есть мы его возвращаем на место. Так, сейчас полная темнота. Настройки диафрагмы f2.2. Выдержка 100 и ISO 400. Давайте попробуем наш свет. Сейчас у нас 20% мощности и 5600. Сейчас у нас максимальная мощность. То есть света, в принципе, как ярко-то бьет. В принципе, хватает, даже я ухожу, по-моему, в пересвет. Итак, я включил свет, который ранее светил, только без искусственного освещения люстры. Он у нас сейчас на мощности 80 и
горят оба ряда диодов. Я вернул освещение, которое было в самом начале, то есть наш свет и плюс люстра. Такие источники света можно использовать в художественных целях, то есть мы можем включить и добавить какой-нибудь, допустим, зеленый свет, да, и, допустим, подсветить где-то сзади, да, и у нас будет контровой свет зелененький. Либо, допустим, возьмем красный, то есть наш свет будет красным. И я вырезал светофильтры по форме диффузора, то есть, так как он очень удобно крепится и плотно, я взял форму диффузора и вырезал прям под пазы, то есть, вот, оно так выглядит. Кладем на устройство и все. То есть у нас чуть оранжевый свет, который прекрасно держится. Знаете, я люблю мобильные удобные вещи, поэтому я взял вот такой Viltrox 162T. Он маленький и удобный, помещается в рюкзак. Его размер почти как вспышка. Вот у нас вспышка и по толщине вспышка даже в 2 раза больше. Если я что-то упустил в обзоре, спрашивайте, дополню, расскажу, пишите.